Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о первом планшете от бренда Poco, это Xiaomi, Poco Pad. До этого планшета они не делали. У них есть такие хиты, как Poco X6, X6 Pro по 20 900, кстати, сейчас на распродаже на Али. Poco F6, обзор на который будет завтра на канале, китайскую версию Turbo 3 я уже обозревал. И что это такое и почему стоит бежать его покупать? Они выкатили его на базе Redmi Pad Pro. Обзор на него, кстати, тоже будет Гарри Поттер Edition, если у вас останется желание после вот этого обзора его смотреть, это будет очень круто. Что здесь классного? Мини-джек, 600 тысяч баллов в Antutu. Новый процессор, это хорошо, это значит, что его будет поддержка подольше, чем у Mi Pad 6. Камеры в наличии, только так можно сказать, потому что 1080p 30 FPS на фронталку и на основу. Если говорить об экране, 600 люксов он показывает, играть в него возможно. Видео вы сможете смотреть, батарейка на 10 тысяч мАч. И, наверное, что еще можно добавить? Что, разумеется, Poco выгружает только глобальное устройство. Здесь русский язык, Play Market сразу на борту. Неплохой звук, помимо неплохого звука есть еще и кастомный эквалайзер. Плюс у них есть уже в продаже родные стилусы, Poco стилус и родные клавиатуры. В принципе, вот из всего, что может вас заманить, я рассказал все. Остальное в ролике. Смотрим. Перейдем к распаковке. Вместе с основной упаковкой мне пришел неплохой черный чехол. Поставляется данная модель в черно-желтой коробке с названием и краткими характеристиками модели. К слову, чехол его уже один раз спас, а защитная пленка пришла уже сломанная. Упаковка хорошая, все упаковано в целом надежно. В комплекте мы имеем сам планшет, краткое руководство, кабель с USB-A на Type-C и блок питания на 33 Вт. Плюс за то, что есть слот под microSD до 1,5 терабайт. Габариты планшета 280 на 182 на 7,7 мм, вместе с блоком камер 9,6 мм, а весит он 574 грамма. И сразу скажу, что перфекционистам то, как здесь расположен Type-C-шник и мини-джек, будет ломкой печалью, потому что это все дело несимметрично. Переходим к обзору. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это я разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro на данный момент, потом, может, будут получше. За лайк, подписку, комментарий к любому видео, плюс вы должны оставить комментарий больше 5 слов, осмысленный, либо в комментарии, либо в описании своего YouTube канала указать имя в телеге и подписаться на телеграм-канал скидок. И все, вы автоматически в розыгрыше. На стримах присутствовать не обязательно, но, как вы уже поняли, из витиеватых, но простых условий, все рассчитано на то, чтобы выигрывали мои подписчики, которые смотрят канал. Переходим к планшету. Начнем. Приобрести данный планшет можно в серой и синей расцветке. Дизайн устройства в целом хороший, выглядит он неплохо. Корпус матовый, выполнен он из металла. Собран планшет достойно, материалы тактильно приятные, грани прямые, в руках планшет лежит в целом комфортно, ничего мне не режет. Печатать в вертикальном положении планшета возможно, но лично мне неудобно. Далее на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и 4 стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos. Качество звука неплохое, динамики громкие. Персонализировать звучание под свои предпочтения можно. Даже кастомный эквалайзер есть. Вибромотора, к нашему сожалению, нет, но круто, что производитель установил мини-джек на 3,5 мм. Планшет поддерживает Poco Smart Pen и чехол-клавиатуру, для кого-то это может быть полезным. По мне, учитывая стоимость и качество самого планшета, это можно заменить какими-нибудь китайскими клавиатурами подешевле и ручкой за там 5-10 долларов. Летим дальше. Xiaomi Poco Pad оснащен 12-битным IPS-дисплеем на 12,1 дюйма, он огромный, с разрешением 2560 на 1600 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass 3 версии. Соотношение сторон 16 к 10, а соотношение экрана к корпусу 83,6%. Плотность пикселей 249 ppi, что довольно скромно, контрастность 1500 к 1. Экран имеет поддержку технологии Dolby Vision, пиковая яркость по заявлению производителя 600 нит, по моим замерам на 100% яркости экран выдает максимум 480 люксов, на пике он выдает 600. Это мало. Притом в играх, когда ты начинаешь его гонять в той же гене, он дает 300 люксов, и это супер мало. Но играть можно, опять же, в темноте где-нибудь или в темном помещении. Для регулировки яркости используется 4096 уровней, функция автоматической регулировки яркости отрабатывает хорошо. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, с автоматическим режимом от 30 до 130 Гц, но экран, разумеется, не LTPO. К слову, 30 Гц я не заметил. Частота сенсорной дискретизации 240 Гц. Мультитач на борту, и экран спокойно откликается
запускается на 10 касаний одновременно. Но тач по мне оказался ужасно, вот сколько я его не тестировал. Для игр каких-нибудь типа Бравл Старс хорошо, если шутеры, то это все мракобесие. Понятно, что на таком размере мало кто в шутеры будет играть, но вдруг, если вы решите, собственно, тач отрабатывает очень плохо. Функция для разделения экрана на борту, но она минимальная. Далее, разблокировать экран можно стандартными видами разблокировки, а также распознаванием лиц. Биометрические данные можно завести до 2 лиц, срабатывает распознавание лиц корректно даже под небольшим углом, как в вертикальном положении планшета, так и в горизонтальном. Летим дальше. Процессор установлен здесь Qualcomm Snapdragon 8S Gen 2 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,4 ГГц, графический процессор Adreno 710, оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на 256 ГБ, интерфейс HyperOS на базе Android 14 версии, интерфейс доступен на русском языке, что стандартно для ПОКО. По связи здесь имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, связь планшет держит стабильно, скорость хорошая и без просадок. Bluetooth чип установлен в версии 5.2, список поддерживаемых аудиокодеков вы видите на экране. NFC модуля, разумеется, нет, как и нет поддержки никакой связи. Ну, помним, что мы можем карту памяти туда запихать. Емкость аккумулятора 10 тысяч мАч, и здесь начинается печаль. Почему? Потому что в PC-марке устройство выдало просто неприличные 4 часа 33 минуты, и это подтверждается, в принципе, всеми тестами, которые я проводил. Вот для интереса, допустим, в PC-марке он выбил 11 тысяч баллов, это неплохо, кстати. PocoPad поддерживает быструю зарядку до 33 Вт, а от родного адаптера питания он у меня заряжается в среднем 2 часа на 100%. Это плохо. Но вот так. Поедать за час просмотра видео на YouTube на 100% яркости по Wi-Fi нереальные 18% заряда, иногда 20%. Это какой-то бред. При том, что в час в играх уходит в среднем 30%, 35%. Здесь они более-менее оптимизировали. Опять же, играть можно только в бродилки какие-нибудь от третьего лица или еще что-то. Можно в шутеры чуть-чуть, но яркость он сбрасывает. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит с неплохой стабильностью. 299 гипсов минимально, максимально 342 гипса и в среднем 320 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. Сколько он выбивает в Geekbench и всем остальном вы видите на экране. В Antutu максимум он у меня выбил 600 тысяч попугаев. Кстати, на третьем прогоне, напоминаю, что мы этот планшет прожаривали на пользу стриму, можете посмотреть результаты. Storage-тест показал 52 тысячи. Стресс-тест прошел он неплохо, часовой стресс-тест вы видите на экране. Переходим к камерам. Они здесь никакие, с тыльной части расположили основной сенсор на 8 мегапикселей с максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 30 fps. Фронтальный сенсор также на 8 мегапикселей, максимальное разрешение для съемки 1080p 30 fps. Все безумно скромно, но при этом качество видеосъемки не совсем плохое. И однозначно его хватит для видеозвонков, плюс можно делать неплохие фото. Короткие примеры вы сейчас увидите. В общем, я взял планшет с собой, чтобы поизвращаться и сказать, что это максимально неразумно. И так, разумеется, не делайте. И кому это надо, снимать на планшет. Но и посмотрел, что за эту волшебную двадцатку, а все-таки за двадцатку можно купить Poco X6 Pro, на минуточку можно купить Poco X6, а из планшетов можно за десятку купить какой-нибудь Redmi Pad SE, но это будет другая история. Но, в общем, блямба они сделали просто так. Потому что 1080p 30 fps это ни в какие ворота просто не лезет. Фронталка, к слову, может снимать в том же самом разрешении. И для видеосвязи, в принципе, вам этого хватит, потому что вряд ли вы будете снимать себя на камеру где-нибудь в лифте, тем более на планшете. Но смотрите, какой угол большой, это удобно для видеоконференции, видеосвязи для кого-то. Для кого-то будет наоборот неудобно. Сейчас посмотрим, можно зумировать. Зумировать нельзя. Ну, не критично, не отлично, но и неплохо. Но так, забавно, конечно. И насчет обзора. Почему камеры? Ну, потому что за них же вы тоже платите. От того, что я 1,5 минуты поснимаю, вот, допустим, супер медленно, с вас же не убудет, вы же смотрите. Я почему-то думал, что если такие блямбы, они что-то сюда запихали. Но нет, они решили в другие вещи вложиться. В какие? Непонятно. Но это и не за 36 тысяч рублей, как я Гарри Поттер Эдишн покупал планшет и плююсь, и я не знаю, за сколько я его продам. А продам ли вообще хотя бы за 25. Это точно такой же планшет. На него тоже обзор будет через пару дней. И вот так сможете снимать локацию, которую до этого я снимал все время, но это вообще шлак какой-то. Это лучше не снимать. Ну что, очередной восход, уже третий подряд у меня. Мне надо заканчивать это гибкое дело, а то я скопычусь так. Но зато вы узнаете о PocoPad до конца распродажи. И что я могу вам сказать? Ну, камера никакая. Самое главное, посмотрите прожарку, потому что он, в принципе, Mi Pad рулит и Xiaoxin Pad от Lenovo. Вот
все, что я вам хотел сказать сейчас. Кто-нибудь смотрит примеры видео? Признавайтесь. Я вот, честно говоря, понятия не имею, зачем я снимаю для вас, но вот такой вот слайд-шоу вы можете снимать на этот планшет. Такое ощущение, что мультяшные фотографии делаю. Но главное, что-то может снимать в хороших условиях. Может. Зум есть? О, даже зум есть, смотрите. X5. Норм. Норм, что есть. И даже можно на фронталку снимать. Кстати, заметьте, понятно, что он на мне не особо фокусируется, но не такой ужасный динамический диапазон для этой затычки. Что-то доснимает. Если, допустим, у вас все что-то с хорошим освещением, и вы взяли и зафиксировали, то, видите, камера не так и дышит. А с диодами дышит. Дышит, но не сильно. И еще немного камера. Совсем чуть-чуть. Минусы: мало яркости, система работает с заметными подвисаниями, нет спутниковой навигации, нет места под сим-карту в слоте, блок с тыльной части, где находится одна камера и одна вспышка, как по мне, слишком крупная, учитывая возможности камеры. С другой стороны, для подобных габаритов самого планшета размеры блока, наверное, адекватные и пропорциональные. Хотя можно было бы вообще камеру не ставить, только фронталку оставить. И мне не понравилась их ценовая политика, потому что то, что они сделали с лотом на Али при распродаже, ну, как минимум, некрасиво. Не для бренда А-эшелона так делать. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Она, в принципе, адекватна по сравнению с Redmi Pad Pro, который сейчас стоит космических денег, или Redmi Pad Pro Harry Potter Edition. Не забудьте подписаться на ТГ Скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмировать, смотрите, хочу как. Вот есть этот Poco Pad. Он сейчас стоит на распродаже 20-ку. Почему у меня к нему негативное отношение? Потому что Poco очень некрасиво сделала. Ладно, там послала она, может быть, каким-то блогерам не послала. Это один вопрос. Другой вопрос, что у них есть основная страница товара, и они взяли и там, где был у них Poco F5, поместили Poco Pad. И вы заходите и такие: о, 6000 покупок, там 4,8 звезда. А не смотрите описание, что это про другой девайс. Обычно так делают, но очень нечистые на руку продавцы. И это меня лично отворачивает. Что еще меня отворачивает? У меня есть ощущение, что меня обманули, потому что Mi Pad 6 лучше, а стоит так же. И вышел он раньше, оптимизирован он больше. Барабанная дробь, почему я должен покупать это устройство? Если копать дальше, есть еще более подлые ксиоксины, допустим, от Lenovo, ленововские пады, которые стоят еще дешевле. Если говорить про бюджетники, есть Redmi Pad SE. Понятно, что вот это дело где-то между Redmi Pad SE и чем-то эпичным, но все равно это хуже, чем Mi Pad 6. Вы можете меня поправить и написать, в чем Mi Pad 6 хуже. Вот, если говорить про... Опять же, да, размер экрана здесь больше, чем у Mi Pad 6. Ради чего? Это вот просто огромная штука. А если говорить про игры, вот Lenovo Y700. То есть там чуть-чуть ты докидываешь, не во время распродаж, это дело стоит так же и получаешь игровой планшет. Если ты говоришь про, допустим, что-то мощнее, а вот что есть дешевле, мощнее, у меня будет обзор Xiaoxin Pad 12 Pro. Понятно, что продавцам нулевая маржа его продавать, но там также русский язык, плеймаркеты и планшеты — это те устройства, которые никому не нужны. Давайте будем откровенны, ноутбуки, планшеты, а я говорю как блогер, который 7 лет на YouTube, и спасибо мне, что я его купил, я вам сейчас про это рассказываю. Это сарказм, если что, кто не понял. Потому что я знаю, что у меня будет проблема его продавать. Все ноутбуки, которые я покупал, у меня проблема, чтобы продавать. Все планшеты нужно скидывать капитально. И скоро у меня будет ленововский планшет на обзоре. Lenovo Pad Pro. Их там миллиарды этих вариаций. Нужно смотреть на процессор, на тип экрана. Так вот, он лучше во всем и дешевле на 5 штук. Смешно ли это? Нет, грустно. Если говорить про Poco Pad, ну молодцы, сделали глобалку. Все. То есть то, как он ест батарею, то, как долго он заряжается, а к чему это устройство? Обычно планшеты берутся на 10 лет. Дольше всех живут, как вы знаете, яблочные планшеты. У меня есть несколько планшетов, и в основном они яблочные, кроме Lenovo Y700. Поэтому, может быть, я и не совсем объективен в этом деле. В целом, напишите, почему вы его выбрали, если его выбрали. Напишите логику Poco, почему они сделали такой ценник. Учитывая, что Mi Pad 6, повторяюсь, на распродажах иногда даже дешевле. Девайсу от меня в отрыве от стоимости однозначно да, будет 17 тысяч рублей. Я с ними буду
в радости такой буду говорить: вау, беги покупай. Вот сейчас за 20-ку я бы не брал, потому что есть лучше и дешевле, а планшеты берутся на очень долгий срок. В целом железки, даже с его безумно убогой автономностью в 20% в час на YouTube, да, ну PC-Mark 4 с лишним часа, ну а что делать? Это бюджетный огромный планшет. Такой же планшет у Яблока, такого же размера, стоить будет в несколько раз дороже, у Samsung в несколько раз дороже, у Huawei будет то же самое. Добра и удачи вам, дорогие друзья, подписывайтесь на канал с колоколом. Завтра обзор на Poco F6.